У нас появился Discord-канал. Заходите, общайтесь. Ссылка в описании. Так, доброе утро. Так, а, а почему оно фиолетовое? Странно. Ладно. В общем, сегодня будет кое-что... э, Что это за турель? Я ее... Я ее сюда точно не ставил. Почему... Почему она красная? А, у меня мурашки по коже. А, а где я? Что происходит? Почему я возле Земли? Я же... Я же засыпал возле своей станции на Немезисе. А, а, а где все мои сигналы? Что за бред? Что происходит? Так, давайте посмотрим. Обычный сигнал. Ам, Что происходит? Почему это сон? Вроде те же самые блоки. Стоп. А почему... А почему у меня открыт этот блок? Я точно не могу это использовать. О боже, какое оно огромное. Так, стоп, подождите. Офигеть. А... А почему я могу это ставить? Это... Это реально сон? Тогда я могу тут делать все, что угодно? А... У меня есть идея. Итак, первым делом хочу записать такую информацию не про оружейный мод, а про Weapon Core, то есть про базу для этого оружейного мода. Для этого нам понадобится корабль. Я нахожусь в Немезисе. И вот, первое, что вы видите, это справа сверху какие-то надписи, ну, короче, какие-то надписи. Это говорит о том, что какие-то из моих турелей видят цель. И на колесико мыши я могу на них наводиться. То есть вот я колесико вверх нажимаю, еще раз вверх, еще раз вверх. То есть переключаюсь между потенциальными целями. То есть, ну вот, к примеру, оп-оп-оп. 3-4 цели. Допустим, окей, это цель. Сверху про нее информация. Скорость, размер, угроза, дистанция, информация о том, куда она летит. То есть, если ретритинг, то она как бы убегает. Если stationary, она находится стационарно, то есть просто стоит на месте, либо это станция. Если intercept, то она как бы ко мне летит. Она пытается меня перехватить. И, возможно, еще одну покажу. Нет, это тоже стационарная. Короче, и четвертое это параллельно. То есть она летит параллельно мне, и мы с ней как бы не пересечемся. Вот, это такая общая информация. Теперь информация про оружие. Выбираем любое вооружение, которое у вас стоит. Крутим чуть-чуть вниз. Тут есть продвинутые настройки. В принципе, советую их использовать, потому что тут намного больше информации дается. В принципе, тут тоже больше информации получается. То есть вот можно увидеть урон оружия, можно увидеть там скорострельность и все такое. Каждая опция тут подписана. Читайте, изучайте, тут все в принципе понятно. Из основных это режим огня. Для турелей это обычно ИИ выстрел. То есть турели сами наводятся, сами стреляют. Или же можно там нажатие мыши. Но это
чуть-чуть в другой ситуации нужно использовать. Управление прицелом. Опять же, автоматически само наводится, само стреляет. Или же можно выбрать ручное управление и тогда переключить тут, например, на нажатие мыши. Включим это оружие. То есть вот, это огромная такая пушка сверху. И теперь она наводится туда, куда навожусь я. То есть вот это вот обычное наведение мышкой корабля, а вот это наведение через Alt. То есть зажимаю Alt и навожусь. К примеру, хочу вот куда-то туда и нажимаю выстрел. Та-да! Таким образом можно выставить какие-нибудь рейлганы, либо плазменные турели по корпусу корабля и в ручном режиме стрелять куда-то. Так, но для турели, опять же, советую и выстрел, и автоматическую наводку. Дальше, отслеживание цели. Выбираем, какую цель хотим отслеживать. Это, в принципе, понятно. Радиус, на который хотим стрелять. Наводиться на подсистемы. То есть тут есть выбор подсистем, на который будет наводиться это вооружение. Скажем, там, энергия, двигатели, либо просто вооружение. Если мы это выбираем, мы включаем тут кнопочку «Вкл». Если нет, то выкл. Соответственно, дальше еще больше опций. Все это читаем, все это выбираем, кому что надо. Например, там есть режим подавления. То есть оно стреляет только по приближающимся целям. Если вас там закидывают самонаводящимися ракетками, ставим вот это. Можно, в принципе, фокусировать огонь на захваченной цели. То есть, допустим, я навелся на вот эту цель, она захвачена, весь огонь будет идти по ней. Если навелся на ту, весь огонь будет идти по той цели. Теперь, что до таких вот как бы стационарных орудий, то есть не турелей, просто орудие, которое установлено. Для меня это рейлган, который стоит спереди. Вы его сейчас плохо видите. Ну вот, в принципе, вот. Рейлган, который стоит спереди. Чтобы им стрелять, мы выбираем, например, нажатие мыши, либо просто нажатие. То есть вроде бы и выстрел для него не работает. Я не уверен, на самом-то деле. Возможно, и работает. Опять же, тут поменьше настроек, но они есть. Можно установить какую-то задержку перед выстрелом. Это если у вас несколько вооружений, там будет стоять некая задержка, и они будут стрелять, короче, ну не моментально, а постепенно. То же самое номер орудия в очереди. Если у вас, к примеру, там 10 одинаковых пушек, и вы хотите, чтобы они стреляли не одним нажатием, а друг за другом, вы каждой пушке выставляете определенный номер. То есть это, например, там первая пушка, это вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Номер оружейной группы, в принципе, наверное, плюс-минус то же самое. И оружейная группа упреждения — это когда вы наводитесь на цель, там появляется вот такой вот маленький, как бы, маленькое обозначение, там вот написано единичка, то есть, к примеру, если я выставлю тут оружейную группу не единичку, а, скажем, троечку, тут, по идее, должна писаться троечка. Ну, странно. Ну, в общем, в любом случае это работает. И, к примеру, если я сейчас наведусь вот сюда и сделаю выстрел, я, по идее, должен попасть. Ну, будет сложно, конечно, попасть, но я попробую. Ну, на нормальной дистанции оно попадает. И последнее, что бы хотелось показать, это, к примеру, торпеды, пусковые установки, ракетницы, все в таком духе. Опять же, это такое же примерно вооружение, как и этот рейлган, только для этого мы выставляем режим огня либо нажатие мыши, либо там переключение. Наводится оно все автоматически, выбираем задачи, все такое, цели, ну, вы поняли. У ракетниц есть выбор боеприпасов, это тоже читайте, выбирайте, думайте и опять же куда наводиться. К примеру, вот какая-то у нас цель, у меня ракетницы включены, но, видимо, они не достают по дистанции. Ладно, попробую пустить так торпеду. То есть вот, я вывожу себе торпеду, выбираю там выстрелить один раз. Все, нажимаю кнопку, она должна лететь. Оно не летит, не знаю почему. Возможно, у целей нету вооружения. Окей, давайте сделаем по-другому, без наводки на подсистемы. То есть, по идее, оно теперь должно точно на него наводиться. Да, вот торпеда ушла. Вот она летит, она просто в тупую летит в цель. Без наводки, просто в цель. То есть в ином случае она бы наводилась на какую-то подсистему. Видимо, у него нету вооружения. Ну, в принципе, майнинг дрон
какое там вооружение у майнинг дроны, и все, вот оно попало в цель, и цель, в принципе, обезврежена. Я думаю, на этом все. То есть у каждого оружия есть свои настройки. Читайте, тут много информации. Это, да, чуть-чуть иногда пугает, но в принципе вы просто ставите турель, настраиваете для нее дистанцию и куда она должна стрелять. Стреляет она там по оружию, по двигателям или еще куда-то, либо просто стреляет. Для торпед, по сути, то же самое. Установили торпеды, выбрали там тип вооружения, куда она наводится, возможно, дистанцию, если есть такой выбор. И переключайте режим огня на, скажем, нажатие. Таким образом можно, к примеру, вот у меня спереди есть маленькие торпедки, они по дефолту выключены, но если мне нужно куда-то пострелять, я просто нажимаю кнопку, они стреляют. Все. Либо можно это выставить на ЛКМ, как в случае с моим рейлганом. То есть жму ЛКМ, он заряжается и стреляет. В принципе, я думаю, на этом все. Переходим к самому оружию. Если это сон и я могу здесь сделать что угодно, я бы хотел протестировать все вооружение. Так, для начала начнем с мода Arex Weapon Enterprises. Все ссылки будут в описании. Все, смотрим на вооружение. Пока что тестирую только турели. Такие пушки протестирую потом, когда буду уже использовать их на корабле. Вот как будет проходить тест. Там появляется дрон, я его делаю врагом, турель начинает по нему стрелять. Смотрим. Вы все видели? Довольно-таки слабенькая базовая турель. В принципе, способна уничтожить маленький дрон или чуть-чуть типа обезвредить. В общем, продолжаем. Так, следующая турель. Вот так вот она выглядит. Размеры справа на экране, информация по турели слева на экране. Включаем турель. Ну, это заметно круче. Неплохо. Так, следующая турель. Информация опять же на экране. Смотрим, как работает по дрону. Как вы видите, это более специализированная турель против дронов. У нее разрывные боеприпасы. Так, следующая турель, улучшенная версия предыдущей. Она заметно больше по размерам и, конечно же, намного мощнее. Вот информация про нее, размеры справа, урон, дальность и все такое слева. Смотрим урон по дрону. Итак, продолжаем. Вот такая вот турель на очереди. Это чуть-чуть другая ветка, и опять же, это самая начальная турель. Смотрим на урон по дрону. Я думаю, этого хватит. Старший брат этой турели. Информация у вас на экране. Смотрим стрельбу по дрону. Тоже довольно-таки слабая, но очень большой темп стрельбы. Ну, для ракет, для всяких таких прям мелких-мелких дронов, не бронированных. Как раз самое то. И финальная турель из этой ветки. Смотрим на стрельбу. Информация на экране. Что-то она прям вообще не меткая. Сейчас мы смотрели вот эти турели. Теперь переходим к следующей категории турелей. Итак, вот такая вот турелька. Это шотган. У него дальность всего лишь 200 метров. Поэтому цель намного ближе. Смотрим урон по таргету. О боже. Ну, как вы понимаете, не самое эффективное вооружение для такой дистанции. Вот вблизи, возможно, оно и крутое. Так, следующая турель.
Одна из моих любимых, довольно-таки универсальная, крутая турель. Смотрим урон по дрону. Как видите, стреляет она очень-очень долго. Так, следующая турель на очереди. Она не боевая. Ее, конечно, можно использовать против дронов и всякого такого, но я бы советовал вам использовать ее против ракет. Это вот именно что контр ракеты, контр маленькие дроны. Посмотрим, возможно, она будет стрелять, возможно, нет, я не знаю. Возможно, ее нужно поднастроить, чтобы она стреляла по дрону. Ну, в принципе, стреляет, но, опять же, толку от этого почти никакого. Да, что-то сносит. Но лучше пусть она стреляет по ракетам. Вот с ними она справляется просто шедеврально. Далее на очереди, я так понимаю, две версии одного этого самого лазера. Вот. Разница в них, конечно же, есть, но сейчас узнаем, такая ли в них разница или нет. Информация про них на экране. Первый лазер, который чуть побольше. Нормально. 3 выстрела, он его вырубил. Хорош. И второй лазер. То же самое, 3 выстрела. Неплохие лазеры. Завершающий лазер для этой категории. Информация на экране. Смотрим урон по дрону. Сейчас мы смотрели вот эти турели. Теперь переходим к следующей категории турелей. Так, как видите, размеры крайне увеличились. И, я так понимаю, урон тоже значительно увеличится. Возможно, нужно будет выбрать другую цель. Но давайте посмотрим на этой цели пока что. Ну ты снайпер. Довольно-таки долгая перезарядка. И что-то ты прям мажешь сильно. Ну, видимо, рассчитан на больший таргет. Да уж, ладно. Итак, большая турель, большая цель. Теперь это такой боевой кораблик. Смотрим на урон. Если он, конечно, попадет. О, ура! Сразу же в водородный бак. Довольно-таки долгая перезарядка. Ну, знаете, неплохой урон. Итак, старший брат предыдущей турели. Теперь большие размеры и 3 пушки вместо 2. Информация у вас на экране. Смотрим на урон по тому же самому кораблику. Вау. Одним залпом его удалил. Возвращаемся к более маленькому вооружению, за которым последуют, опять же, огромные пушки. А вот и большие пушки, про которые я говорил. Смотрим урон по кораблику. Ну, я бы сказал ваншот. Завершающая пушка в этой ветке. Размеры у нее просто огроменные. Надеюсь, урон тоже. Эту пушку я еще ни разу не использовал. Давайте посмотрим, как она стреляет. Она, кажется, заряжается или что, наводится. Ну ты снайпер. Ну попади, пожалуйста. Спасибо. Ну, как видите, тут нужна цель еще больше. Итак, цель вот такой вот кораблик. Возможно, вы его узнали по силуэту. Это тот самый легендарный Понос. Так, смотрим урон. Мимо. Задел. Во, вот это уже лучше. Они, кстати, взрываются, эти снаряды, судя по всему. Следующая турель из соседней ветки.
Вот информация про нее. Смотрим на урон. Неплохо. И завершающая турель в этой категории. Вот информация про нее. Смотрим на урон. Сейчас мы смотрели вот эти турели. Теперь переходим к следующей категории турелей. Итак, следующая категория турелей. Такая вот одиночная турель, после нее идут рейлганы. Смотрим сначала одиночную, потом все остальное. Буду тестировать на том же самом корабле, который там висит, потому что цель довольно-таки крупная, ее сложно уничтожить. Итак, огонь по цели. Забавно стреляют. Кстати, они самонаводятся. Прикольно. Это что-то интересное. Итак, далее Railgun турель. Информацию про нее у вас на экране. Смотрим на выстрелы. Ну ладно. Так, и сразу же старший брат этой турели. Вот такие у него характеристики. И вот так вот он стреляет. Та же самая цель, ничего не меняю. Ты промазал или что? Во, вот это уже лучше. Следующая турель просто невероятных размеров. Я ни разу ее еще не видел в бою. Это прям вот пик рейлганов, которые мы только что видели. И ее мы протестируем на добровольце. Какой ужас. Так, доброволец к нам уже летит. Кажется, он нас видит. Но сейчас ему турелька, я надеюсь, покажет. Если нет, будет плохо. Ау. Кажется, она его ваншотнула. Нет, она его не ваншотнула, он все еще жив. Он летит прямо в меня. Турель, турель, пожалуйста. О, давай, давай, давай. Сделай красиво. Ну, как вы видите, щиты решают в этой игре. Так, вы все прекрасно видели. Она ничего ему не сделала, потому что это Railgun турель. Она предназначена для бронированной цели, но не для цели со щитом. Учитывайте это, пожалуйста, при постройке турелей и при выборе вооружения. Все, что я сегодня тестирую, я тестирую без щитов. Но, как вы понимаете, лазерные турели и плазменные турели способны пробивать щиты. Такие вот Railgun турели и турели, которые я покажу дальше, не пробивают щиты. Ну, они наносят ему какой-то урон, но не пробивают. Дополнительный тест этой огромной турели на корабле. Ну, вот это уже намного лучше. Без щита она прям выносит все. Итак, продолжаем тест турелей. Далее у нас баллистические турели. В принципе, одно семейство. Посмотрим на них. Вот информация про данную турель, и вот как она стреляет. Давай. Сделай это. Ну, кстати, неплохо, знаете. Давай вот туда, вот в центр корабля. Блин, ну ты и снайпер. Следующая турель. Вот про нее информация. И вот как она стреляет. Таргет тот же самый, я его не менял. Ну, вот это уже посолиднее лупит. И намного быстрее. Следующая турель в данном семействе. Вот информация про нее. И вот как она стреляет.
неплохо. И завершает этот список, это дерево, вот такая вот турель. У нее 3 пушки, буквально продолжение предыдущей. Поэтому смотрим на нее. Таргет тот же самый. Ну, это прям заметно сильнее, но один снаряд промазал. Тут вообще почему-то мимо. О, вот это получше. Но опять же один снаряд промазал. Итак, на очереди у нас последняя ветка турелей. Первым делом турель, которая предназначена только для перехвата целей. То есть это вроде как не боевая турель. Она не способна наносить урон, она способна только сбивать ракеты и вот что-то такое. Вот эта турель, вот ее характеристики. Давайте смотреть на урон и способна ли она вообще стрельнуть в тот корабль. Ну, как я и говорил, она на это не способна. Переходим к следующей турели. Вот ее информация. И вот так она стреляет. Ура, ура, выстрел. Ну, буквально удалила этот корабль. Далее на очереди вот такая турель. Информация про нее у вас на экране. Смотрим, как она стреляет. Им требуется время для наводки и всякого такого вот. Также у большинства турелей есть выбор между снарядами. То есть это был первый снаряд, это просто такая вот болванка. Как я выяснил, второй снаряд, вот который Disrupt, он хорош против щитов. Ну и, конечно, вот этот вот, он, скорее всего, против каких-то супер бронированных целей. В принципе, давайте его попробуем. Нужно перезарядить и включить вооружение. Все, вот, пошла перезарядка. Посмотрим сейчас на залп другими ракетами. Цель та же самая. Финальная турель из данной ветки. Недавно я такую себе поставил на базу. Вот, информация про нее у вас на экране. И теперь давайте сделаем выстрел. Турель невероятно огромная, к тому же. У турели есть возможность стрельнуть 5 ракет сразу. Пока что смотрим на выстрел одной ракеты. Перезарядка у нее очень долгая, около полуминуты, но и урон у нее не маленький, как для такой перезарядки. Почему-то она выстрелила 5 раз, ну да ладно. Как вы видели, от корабля ничего не осталось. Ужас. Итак, дальше мы посмотрим на пусковые установки. Они, в принципе, утилизируют практически те же самые ракеты. То есть, к примеру, тут Fletched Launcher, тут Fletched... Точнее, нет, не так, чуть-чуть не так. Тут Fletched Launcher, тут Fletched ракеты. Тут Longsword ракеты, тут Longsword турель. То есть они идут такой типа лесенкой. Короче, да, разберитесь. Я вам покажу сразу же характеристики всех этих пусковых установок. То есть сделаем сейчас такой небольшой общий кадр. Итак, вот эти 6 пусковых установок. Вот вся информация про них, которая вообще есть. Ставьте на паузу, смотрите, и сейчас будем тестировать. Цель у нас где-то там. Итак, первая пусковая установка, выстрел. Ну, урона я совсем не увидел, давайте еще раз. Ну, такая. Самая начальная пусковая установка, слишком большой таргет для нее. Вторая пусковая установка. Также не забывайте, что для буквально каждой ракеты в этой игре есть выбор. То есть, вот, буквально первая ракета, у нее выбор.
какая-то там вторая ракета, у нее тоже есть выбор. И от этого всего меняется боеприпас, который полетит в сторону врага. Так, третья пусковая установка, она чуть-чуть прикольная, у нее 4 ракеты выпускается. Смотрим. Неплохо. Четвертая пусковая установка, 8 ракет. Ой, ну это уже серьезная заявочка. Так, дополнительный тест, четвертая пусковая установка, 8 ракет. Ну, неплохо. Они моментально обезвреживают вот такой кораблик. Так, пятая пусковая установка, одна ракета, выстрел. Сильно, очень сильно. Офигеть. Крутая ракета. Так, и шестая пусковая установка. Самая сильная среди тех, что есть. Выстрел. Сейчас будет, наверное, неимоверный взрыв. Размеры этой торпеды, конечно, да. Так, вот наша цель. Охренеть! Вау! Забавно, но цель все еще жива, но офигеть. Вот это взрыв. Вот все, что осталось от корабля. Какой-то кусочек. Итак, другая ракета. Шестая пусковая установка. Выстрел. Посмотрим без прицела. Без бинокля. Что это было? Что это за пук? Хорошо. Экспериментируем дальше. О, блин. Как я мог просмотреть название аннигилятор антиматер? Буквально аннигилятор антиматерии. Так, возможно, это самая мощная среди ракет, которые имеет эта пусковая установка, но давайте посмотрим. Шестая пусковая установка, выстрел. Охренеть. Так, я еще раз хочу это сделать. Итак, это были тесты турелей и пусковых установок, которые автоматически наводятся и которые все делают за меня. Кроме этого, в данной модификации есть вооружение по типу, ну, к примеру, вот буквально от вот такого вооружения и, скажем, какое-нибудь вот такое вот. И, конечно же, вот такое вот. Так, вот это вооружение, к примеру, предназначено для маленьких кораблей, то есть установили себе на корабль, пиу-пиу, пау-пау, протестировали его. Вот такое вооружение уже для больших кораблей, то же самое, установили, протестировали. Все оно примерно похоже на турели, которые находятся вот рядом с ними. То есть, к примеру, вот этот лазер открывает вот эти турели. То есть, ну, плюс-минус они похоже стреляют. Соответственно, вот эта вот плазменная пушка открывает вот эти вот плазменные турели. И так далее. То есть, также есть еще вот такой вот дрон.
такая вот штучка для дронов. То есть вы ее устанавливаете, закидываете туда дроны, вот они перезаряжаются, и тут будет выбор, какие дроны выбрать. Там про них вся информация есть, про них все это известно. Это уже сами тестируйте, выбираете и так далее. Вот. И, к примеру, можно будет потом выстрелить, и вылетит, кажется, 3 дрона, и они будут наносить урон. Ну и, конечно же, есть вот такие вот сумасшедшие пушки. Посмотрите буквально на ее размер. Я такие пушки еще не тестировал. Это, невероятные пушки. Я могу показать вам, как они стреляют, но я не буду показывать это на таргетах. То есть, чтобы протестировать такую пушку, вот, если честно, я даже не могу найти место на Немезисе, чтобы установить эту пушку. Она просто огромная. Она даже боком не встает. Не знаю, в общем, невероятных размеров пушка. Посмотрите на ее размер. Если что, корабль на фоне длиной в 209 метров, кажется. В общем, да. Вот такая вот пушка присутствует в игре. Я не представляю, какое там количество урона и на что она способна. И, опять же, показывать, как она выносит какой-нибудь вот такой корабль, я не буду. Это уже все на ваше усмотрение, это все тестируйте. Я просто покажу, как они стреляют. Так что приступаем к вот таким вот пушкам, которые не наводятся на цель. Итак, это будет общий показ того, как это все стреляет. Поэтому смотрим. Первая у нас кинетическая такая вот пушечка, и за ней еще одна кинетическая пушечка. Они плюс-минус одинаковые, потребляют те же самые патроны, но это, как видите, чуть-чуть побольше по размерам. Вот их характеристики, первой и второй. И вот как они стреляют. То есть такой пулемет. То же самое эта турелька. Далее идут 2 лазера. Вот первый лазер, вот второй лазер. Второй лазер намного больше. Вот их характеристики. И вот то, как они стреляют. Этот довольно-таки простой, вот этот уже крутой. И для его зарядки требуется, кажется, очень много энергии. В принципе, у меня проблем с энергией нету. У меня сон, как вы помните. Я могу поставить кучу вот таких реакторов, которые дают очень много гигаватт энергии. Но вы-то думаете про энергию. Выстрел из более крутого лазера. Очень долгая зарядка. Вау. Просто вау. Далее у нас такая плазменная пушечка. Вот ее характеристики. И вот то, как она стреляет. Что-то похожее на турель, которую мы уже видели. Далее идет 2 рейлгана. Вот первый. И вот второй. Тоже большая версия. Второй рейлган, вот этот вот, стоит на Немезисе. Так, вот их характеристики. И вот как они стреляют. Ну, это, по сути, старший брат. Так, далее у нас идут уже пушки, которые я никогда не использовал, которые я никогда не пробовал. То есть вот такая вот пушечка.
Вот про нее информация, вот ее характеристики. Так, смотрим, как она стреляет. Ну, прикольно. Следующая пушка, буквально ее продолжение, имеет большие размеры, больший снаряд и намного большее потребление энергии. Итак, пару секунд до выстрела. Прикольно. Так, и завершает эту семейку орудий вот такое вот огромное оружие, которое я не смог поставить ранее на корабль, но тут я его, в принципе, кое-как установил. Эта пушка потребляет невероятное количество энергии, она до сих пор не зарядилась. То есть у меня стоит 4 реактора по кучу гигаватт энергии, но она до сих пор не зарядилась, поэтому я сейчас это все расширю и продолжим. Возвращаемся к нашему огромному оружию и делаем из него выстрел. Охренеть, вон он, снаряд летит. Километров. Вау. И самое главное, опять же повторюсь, вот это вооружение, перезаряжается оно 400 секунд. То есть у него невероятно огромное потребление по энергии, и это при том, что у меня тут стоит куча батарей и куча реакторов, которые, ну, очень сложно построить. То есть 16 гигаватт энергии. Вообще жесть. Так, и закрывает наш список баллистическое вооружение. Опять же, два вот таких вот похожих оружия. Одно из них чуть-чуть поменьше, второе чуть-чуть побольше. Вот их характеристики. И вот так вот они стреляют. Довольно-таки громко. И то же самое, но калибр у этого вооружения чуть-чуть побольше. Ну просто, блин, баллистика, которая стреляет болванкой. Вот и все. Ну и напоследок дроны. Вот, оно выпустило каких-то дронов, и они куда-то летят, будут что-то делать. Если у них будет какой-то таргет, они будут его вон атаковать и все такое. Вот они летают. Возможно, они атакуют какой-то корабль, который тут остался, не знаю. В общем, интересная штучка, но нужно экспериментировать. В принципе, как и со всем, что я здесь показывал. И я думаю, на этом все. Показал все пушки, которые возможно. Да, остались, конечно, вот эти вот маленькие пушечки, которые предназначены для маленьких кораблей. Но принцип вы поняли. То есть какая-то пушечка, если она находится в какой-то ветке, она стреляет примерно так же. То есть, к примеру, вот эта вот пушечка, это баллистическая пушечка. А стрелять-то ты будешь? Ну, без энергии она стрелять не будет, понятное дело. Вот, то есть баллистическая пушечка, какой-то пулеметик, какой-то лазер. И все. То же самое пусковые установки. Некоторые ставятся на маленькие корабли, некоторые не ставятся. Это уже все. Сами экспериментируйте, сами все проверяйте. Все. До встречи.